Мальта – небольшой остров в центральной части Средиземного моря между Сицилией, Тунисом и Ливией. Ее столица – Валетта – красивый город на скалистом полуострове. В этом видео мы покажем самые интересные места здесь, которые обязательно стоит увидеть. Пройдемся лабиринтом узких улочек, посетим сады Баракка и полюбуемся на большую гавань с высоты. Многие считают, что лететь на Мальту в январе не стоит, но мы докажем, что это не так. Наше первое утро на Мальте после очень долгой дороги и перелета. А это вид из нашего номера на тихую улочку. Покажу, как тяжело мы сюда добирались. Это аэропорт Бухареста. Мы приехали из Одессы, проехали 600 километров, идет снег и очень-очень холодно. Приехали за 6 часов заранее на автобусе, и вскоре выяснилось, что наш рейс задерживают на 3 часа. Мы уже в дьюти-фри, наконец-то, не прошло и 15 часов сидения в аэропорту. Мы Алисе покупали когда-то точно такого же, да? А та еще сладкого нельзя. Но это было только начало. Наш рейс переносили еще несколько раз на несколько часов. У меня сложилось такое ощущение, что мы здесь вечно. Самолеты прилетали и улетали, а мы все сидели и сидели на этих креслах почти сутки. Итого, мы в аэропорту уже находимся 17 часов. Представляете? Это просто, какой-то кошмар. В 23:25 мы не вылетели, а вылетели в час с чем-то ночи. Но нам уже было все равно. Главное, что мы уже в самолете и скоро мы будем на острове. По прилету я обнаружила, что мой чемодан разбили в хлам, и с другой стороны торчало мое платье. Но это я увидела, когда мы сели в машину. Едем завтракать, не выспались, но пару часов сегодня мы поспали. Наш отель находится в Буджибе, в 30 минутах езды от Валетты. Отель, цена, качество, питание у нас только завтраки, доплачивать за ужин не имеет смысла, потому что выходит очень дорого. Ужинать лучше в кафешках, а завтраки очень даже приличные, разнообразные и вкусные. Всем доброе утро. Мы сейчас завтракаем и начинаем вместе с вами смотреть Мальту. Приятного аппетита. На завтрак, как обычно, бекон, сосиски, яичница, большой выбор овощей, выпечки, сдобы, кофе, чай, сыры. Сейчас мы своим ходом будем добираться в Валетту. Поедем на автобусе. Автобусы ходят часто, транспортная развязка здесь очень хорошая. И стоит это 3 евро с человека. Ждали автобуса, минут 20 стояли на остановке. Автобусное сообщение на Мальте очень развито. В любой конец острова можно добраться на автобусе. Заходишь, оплачиваешь водителю, остановки объявляются и пишутся на табло. Также можно приобрести проездной билет, но это более выгодно получится, если вы здесь надолго. Этот красивый залив называется Спинола. Мы обязательно здесь побываем немножко позже. Мальта – это небольшой остров в Средиземном море, находящийся между Ливией, Сицилией и Тунисом. Столица Мальты – Валетта, и она располагается на скалистом полуострове. Часть улиц города поднимается по склонам горы Скиберас. Мы приехали в центр Валетты, и сзади меня находится один из самых красивых фонтанов. Валетта – город-крепость со старинным портом и средневековой архитектурой. Занимая площадь менее 2,5 квадратных километров, она сосредоточила на своей территории более 300 религиозных, военных и художественных памятников, свидетельствующих о ее основателях и правителях. Здесь, на Мальте, еще до сих пор не убрали рождественские елки и новогодние вообще украшения. Мы сейчас находимся на одной из центральных улиц, и знаете, что я поняла? Пока мы доехали сюда, я все-таки была права, что мы не стали брать машину в аренду. Правостороннее движение, я смотрела просто вот на этот путь из нашего города сюда в Валетту, и я понимаю, что мне было бы очень тяжело,
вот, и страшно. Поэтому будем передвигаться на автобусах. Благо здесь очень хорошее транспортное сообщение между городами. Как на нашей Дерибасовской народу очень много. Именно в Валетте сосредоточено самое большое количество исторических достопримечательностей всей Мальты. Надеюсь, что сегодня мы целый день проведем здесь и очень многое увидим сами и сможем вам показать. Начать осмотр города Валетты я рекомендую именно с этого места. Мы сейчас находимся в садах Барака, и это одно из самых посещаемых достопримечательностей на Мальте. Мы находимся именно в верхних садах Барака. Тут высажено очень много редких цветов и деревьев, и высажены они ярусами. С этого места открывается очень красивый вид на бухту Гранд-Харбор. Здесь действительно очень-очень красивое место. И вот не поленитесь, поднимитесь сюда, в эти верхние сады. Но мы сегодня еще побываем в нижних садах Барака. Там тоже много растительности. Сейчас из верхних садов Барака мы спускаемся к нижним садам. Просто идем по улочке вниз, метров 600 нам идти. И там тоже красота. Растения, деревья. Сейчас покажем. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. А вон там наверху, где пушка, мы только что стояли. Красиво же, правда? Мне очень нравится архитектура Валетты. Валетта была построена рыцарями-госпитальерами в 16 веке. А точнее, она была основана в 1566 году французским великим магистром Мальтийского ордена Жаном Париза де ла Валеттом и носит его имя. А вон в то место с колоннадой мы идем. Это нижние сады Барака. Мы сейчас спустились в нижние сады Барака. Валетта – это сердце Мальты. И если вы не были в Валетте, считайте, что вы не были на Мальте. Многие туристы прибывают сюда на круизных лайнерах. И Валетта – это единственное место, единственный город, который они видят. Сейчас мы перейдем дорогу и пойдем вот туда, вот к этому колоколу. На смотровую площадку. Скамеечки здесь везде. Люди отдыхают, туристов очень-очень много. Вообще красивое место. Валетта мне нравится. В хорошую погоду здесь можно сидеть, да, так. И получать релакс. С видом на большую гавань и на 3 города. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you're over when you let it go. Hop in the
А мы идем дальше по улочкам Валетты. شايف بعيونك قصة عالتالي منك هالفرصة دقة القلب أم خصة لك يمكن أشعار ما انت حنين يوجد Валетта – самый красивый город на Мальте. Яркие разноцветные балконы, замысловатые окна, резные двери, часовни и разнообразие дверных ручек. Телефонные будки, как в Лондоне, множество кафешек, изысканная архитектура, сувенирные магазинчики и мандариновые деревья, которые растут здесь буквально на каждом шагу. От мандариновых деревьев я вообще в полном восторге. Алиса очень любит собирать мандаринки и складывать в свой рюкзачок. Мальта – это разнообразие дверных ручек. Я вам буду иногда в этом видео их показывать. Они просто настолько красивые здесь бывают, как нигде в мире. А вот такой вид отсюда, но мы сейчас спустимся в более красивое место. По центру можно встретить много лошадиных упряжек, и вы можете за небольшую плату объехать город на лошадке, но я предпочитаю ходить пешком. На Мальте принято домам давать свои имена, и, как правило, это имена хозяев. Вот этот дом мог бы называться Дом Таисии, позади Таи, с видом на Большую Гавань. У человека постоянный привал, идти не может. Говорит, я устала, как бабушка, да? Мы еще даже 3 километра не прошли. Да ничего не прошли вообще. Мне, говорит, у меня уже ноги болят. Я говорю, как они могут болеть, если мы не ходим столько? Хочешь, я тебе скажу, сколько мы прошли километров? Давай, докажи мне. Я говорю, мы даже 3 не прошли, ну может 100%. около 3. 100% я тебе сейчас докажу. Ну давай. Сейчас поищу. Это ни о чем вообще. Фитнес. Мы когда в горы поднимаемся, мы сколько проходим? По 22, по 28 километров. Я не знаю, честно. Ну на хомяк мы поднимались последний раз. Сколько ты прошла? Я вообще не помню, но мы смотрели там сколько. Я не помню сейчас. Километров 10 вроде. В одну сторону. Ну я устала сегодня. Вот. Подожди. Сегодня мы прошли 4 километра. О боже. Это что, расстояние? Да. Я же тебе говорю, что все. У меня младший ребенок, Алиса больше ходит, чем Тая. Тая, это, конечно, невыносимо с ней гулять. Каждые 5 метров. Я устала, давай посидим, давай отдохнем, привал. Что это можно выдержать? Идем к колоколу поднимемся. Давай. На солнце просто невыносимо жарко. Заходишь в тенек или когда солнце прячется, такой ветер прохладный достаточно. Наверное, градусов 17 сегодня есть. Для января, для зимы тепленько. В столице особый тип недвижимости, который называют House of Character. В традиционной архитектуре не принято использовать отделочные материалы, стены голые и снаружи, и внутри. У Мальты своя история, которую мальтийцы сумели сохранить. Еще вот такие паровозики ходят по центральной части города.
Пока мы идем по более-менее тихой улочке, расскажу кратенько про транспорт. Конечно, здесь очень удобно. Автобусы, их очень много. Из города в город можно спокойно на них путешествовать. Стоят они 3 евро. Можно оплачивать прямо у водителя. Заходите, оплачиваете наличкой или картой, без разницы. Это реально классно. Вот. Можно купить себе... Хотела сказать скипас, типа абонемента проездного такого, там на несколько дней, на 10 дней, допустим, или на месяц даже, как вам удобно. Ну, мы оплачиваем разово, не заморачиваемся с этой покупкой. Вот, и так вот катаемся. Валетта – город-крепость, и она считается наследием ЮНЕСКО. Здесь запрещено любое новое строительство домов в течение 80 лет. Наверное, поэтому она такая уютная и красивая. Внесу поправочку. В центре именно запрещено строить уже 80 лет. А то я сказала просто в Валетте. Это ответ на вопрос, почему Валетта в 2018 году считалась культурной столицей Европы. Такая маленькая Валетта и вот такое. Зашли в магазин за мороженым. И я увидела, что там есть украинские сладости, а точнее продукция Bob Snell, которую изготовляют изготовители из Киева. Заметила, да? Да. Тая сказала, что все итальянские города похожи друг на друга. Я тоже так считаю. Ну, просто они все, приблизительно одинаковые по постройкам. А Одесса мне гораздо больше нравится, так как там, я даже не знаю, как объяснить, оперный театр и весь центр Одессы для меня гораздо красивее. Для меня Одесса, она совсем другая, она родная и самая-самая красивая в мире. Да. И хоть Мальта это не Италия, но она мне очень ее напоминает. Мама, давай сейчас идем в кафе поесть. Вот она хочет кушать, потому что плохо позавтракала, а я еще не хочу. Нет, Вот в чем проблема. Я обычно не ужинаю никогда дома, я завтракаю, обедаю, а ужинать я не хочу. А я ужинаю в 12 ночи, в 2 часа ночи. Поэтому мне еще рано обедать. Бутерброд съешь. Пообедать мы, конечно, зайдем в кафешку, но немножечко попозже. А вон там, через залив, видны уже новые районы, новые дома. Почта, у меня есть 2000. Что? Там столько всего. Я тебе, сейчас покажу, идем. Я не люблю заходить в эти магазины все брендовые. Просто не люблю, Тая. Мы здесь сейчас застрянем, да? У меня очень холодно, интересно, и я хочу себе сейчас найти на свой телефон вот такие. На этом Тая не остановилась на одном чехле, и мы взяли еще джинсы и футболку. Футболка, кстати, символичная, Калифорния. Еще одна достопримечательность Валетты – это городские ворота, Виктория Гейт. Городские ворота Валетты были построены в 1885 году, во времена, когда Мальта была британской колонией. Свое название они получили в честь королевы Виктории. Сами ворота увенчаны гербом Великобритании. Мы с Таей зашли в рынок уличной еды, как у нас, да? Тут есть лапша китайская и роллы, давай тут все. Ну давай. Китайская кухня. Я сегодня буду есть том-ям, я его обожаю, с Таиланда еще. А ты? Я, наверное, покебол. Я не знаю, что это такое, ну ладно. И суши ты хотела? Да, давай возьмем вот эти кайзен с креветкой, которая... Вы часто просите показывать цены, и иногда, признаюсь, мы об этом забываем. Вот покажу вам цены на суши, на азиатскую кухню. И вот такой вот чек вышел. Здесь самообслуживание. Я пошла и сама себе собрала вот такой вот покебол. Покебол это что-то типа похожее на суши, но только там это не скручивают, а просто ложат как салат. Тая ингредиенты выбрала сама. В общем, здесь идет у нас лосось, авокадо, кукуруза, орешки. Водоросли? Да, какие-то водоросли морские. Что еще? Ананас. Рыба. Рыбу я сказала, лосось, да. Терияки соус. Терияки соус. И что-то я еще забыла, Да наверное. нет, вроде бы все.
Я так боюсь, да. Мама несет, чтобы не уронить. Опа. У нас азиатский обед по инициативе Таи. Я обожаю азиатскую еду. Это ее любимая. Я скажу, что я этот том-ям, тайский суп, сейчас буду пробовать впервые после того, как мы с кумой Светой были в Таиланде. Это было так давно, несколько лет назад, наверное, лет 6, да? Я уже не помню. Да, я вообще никогда не ела такое. А Тайна любимое блюдо это суши. Ну давай пробуй. Давай я. Ну что, одни палочки или нет? Да, одни палочки, сейчас за вторыми пойду. Ну, давай пробуй. Имбирь. Я хочу супчик себе пододвинуть. Давай поменяем местами их. Кстати, по сумме чека я скажу, получается, весь наш азиатский обед вышел нам 37,5 евро. Ну, такое. Да, я уже пробую суп и тебе подвину твои суши, хорошо? Давай, меняемся местами. Остренько, остренько, как я люблю. Да? Да, классный, попробуй. Очень вкусный суп. Для тебя будет островатый. Вечереет, и в Валете становится очень красиво. Покупки. Кулечек мамин, а это мой. У меня сувениры, а у Таи одежда. А вот магазин, где продают дверные ручки. Вот цены: 50 евро ручка, 80, да? А тебе какая понравилась рыбка, да, которая? Мне нравится это, только золотая, а не такая. А мы здесь сегодня уже были утречком. Ну что, мы вышли к фонтану Тритон. Отсюда отправляются все автобусы по Мальте в разные направления, в разные города. И сейчас мы возвращаемся уже в отель и будем отдыхать. А завтра мы увидим другую Мальту со стороны моря. Очередь в наш автобус, и здесь оплата сразу у водителя при входе. Тая в надежде сесть, занять место. Мы вернулись в наш отель. Мы отдыхаем и ложимся спать. Всем спокойной ночи. Я думала, что в этой шоколадке несколько маленьких. А там вот такая вот штука, сейчас покажу. Я не могу ее достать. Ой. А там, короче, вот такая вот огромная штукенция, которая не влазит в рот. И Тая уже половину попыталась отгрызть, хотя ей нельзя. Можно? Кто сказал? Я говорю, что тебе нельзя сладкое. И вот такое оно гигантское. Больше, чем мой кулак в объеме. Вообще. Да иди, убери свой зуб.